Всем привет, ребята, и мы едем на отдых. Кстати, мы — это я и мой папа. А едем мы в Махачкалу. Я надеюсь, вам понравится это видео, так как это 5-дневный влог. Ну и по традиции, заставочка. Здесь мы уже едем на такси на автовокзал, так как поедем мы на автобусе. Здесь мы, кстати, уже приехали, и да, на заднем фоне папа. Мы уже подходили к автовокзалу, и, кстати, вот он. Тут мы уже ехали в автобусе, но я забыла для вас что-нибудь снять. У нас, кстати, были остановки, и на одной из них мы ели вот такой вот чуду с картошкой. Это, кстати, национальное блюдо. А это лицо человека, который ехал в автобусе 15 часов и почти не спал. Еще у меня, кстати, очень болели колени, потому что было неудобно сидеть. И люди спереди отклоняли сиденье так, что оно упиралось мне прямо в больное колено. Тут мы уже едем в гостиницу. Мы приехали на 2 часа раньше, так что заселение было позже, мы пошли завтракать. Я взяла себе вот такие вот драники с лососем. Они были вкусные, но пересоленные и очень несытные. А папа взял себе какой-то вот такой вот драник с лососем, салатом и яйцом пашот. И так как драники оказались несытными, я взяла себе вот такой вот торт с фундуком. Десерт, кстати, был очень вкусный. Там был какой-то типа ореховый мусс, карамель и само песочное тесто. Еще я взяла себе вот такое вот глиссе, это такое кофе с мороженым. Оно мне не очень понравилось, ну и ладно. Кстати, когда мы покушали, мы наконец-таки смогли заселиться в гостиницу, и с нашего этажа был вот такой вот красивый вид на море. Потом мы немного побаловались, я сняла для вас вот это видео, нам там очень понравилось, и мы пошли заселяться в номер. Правда, я, к сожалению, забыла снять видео нашего номера. Потом мы немножко разложились, отдохнули и пошли на море. А здесь я лежу, загораю, когда мы уже искупались. А вечером из нашего номера был очень красивый вид. Мы немного полюбовались и пошли собираться. В общем, мы собрались, здесь мы уже ждем лифт и пошли гулять. Гуляли мы очень классно, я ловила мороженое. И знаете, это не так легко, как кажется на самом деле, потому что страшно, что мороженое упадет. А вот в такой момент ты просто не понимаешь, что происходит. Потом я ела популярные вот такие вот, типа как картофельные чипсы. Я такие видела, вроде бы как в Корее продаются, что ли. Они были просто как чипсы, стоили 100 рублей и постоянно падали. На обратном пути нам очень захотелось взять на ужин KFC. И был вот такой красивый вид на город. И вот мы уже в гостинице смотрим «Человека-бензопилу» и едим KFC. Сорян за бардак, кстати. В какой-то момент я, кстати, под него уснула. Сейчас будет переход и уже утро. В общем, мы собрались и пошли искать место, где можно позавтракать. И мы нашли кафе «Бежу-бежу», о котором я, кстати, снимала видео про Мольти. Можете его посмотреть. Если еще не смотрели, конечно. И это теперь, пожалуй, моя любимая кофейня. Вот, кстати, что мы там ели. Это завтрак на двоих. Вот, кстати, как она выглядит, но мы сидели в другой, которая побольше. Мы зашли и увидели на витрине Мольти, и их купили. Все купили и идем в гостиницу. Я, кстати, была очень рада, что мы туда зашли, с учетом того, что я просто обожаю Мольти. Давайте же скорее откроем и попробуем. Кстати, я для вас сняла еще и в маленьком формате что-то по типу обзора на Бежу-бежу. Если говорить точнее, то на Мольти. Сначала я взяла вот такой вот карамельный. Вау. Я думаю, что по моей реакции видно, что это очень вкусно. Очень вкусно. Потом я не удержалась и съела сразу половину.
А, серьезно, вышел. Как это вкусно. Хочу попробовать. Переходим ко второму. Малиновому. Не зря я хотела карамельный взять. Здесь я просто не сразу поняла вкус. Тоже неплохо. Но карамель мне понравился намного больше. Это третий. Третий моти было манговым. Кстати, в мужском роде называю, потому что десерт. Ты кусаешь, такое ощущение классное. Когда укусила первый раз, я не сразу поняла вкус, но со второго раза поняла. Манговое моти не менее вкусное, чем карамельное, но оно с небольшой кислинкой. Поэтому манговое как будто бы летнее такое, знаете, свежее. Здесь по моим глазам видно, что я со второго раза распробовала, и мне очень понравилось. Потом мы снова пошли на море. И здесь мне было холодно, и я испугалась. А дальше я пыталась сделать серьезное лицо, но меня снесла эта волна. И сейчас будет супер подборочка из моих криков. В общем, наснимали мы для вас очень много кадров, вот эти мои любимые. И здесь я просто трогала песочек. Каждый день море менялось, и вы будете видеть разницу. Например, в первый день было спокойным, а во второй день вот такой красивый прибой. А потом мы пошли в гостиницу, и только посмотрите, какой красивый вид был по дороге. И вот мы уже в гостинице. Будем собираться и мыть голову. Собранные, идем кушать. Вот, кстати, ночной вариант вида с нашего этажа. А вот что мы ели. Вот такой вот стейк и бургер с картошкой фри. Объелись мы, конечно, знатно. Потом мы еще взяли вот такой вот десерт и чай. Ребят, мы уже поели. Сейчас идем гуляем. И мы, в принципе... Да не в принципе, мы объелись. Причем нормально так объелись. Поэтому я уговорила папу пройтись. Он хотел полежать. Я бы тоже не отказалась. Но я понимаю, что нам бы не помешалось, так сказать, растрясти то, что наели. И вот такой красивый, как по мне, вид был, когда мы гуляли. Еще мы увидели по дороге вот такой вот большой магазин с Apple. Также тут была кофейня. И вот настал следующий день. В общем, мы встали в 8 утра, собрались и уже ждем лифт. Пойдем на море. По дороге, кстати, мы увидели вот такую пекарню. Скажи привет. Привет. Ты видел, что там бабочка на торте? На торте бабочки. Красиво. И в третий день были вот такие волны. В общем, мы искупались и пошли завтракать. В этот раз я взяла себе тост с лососем и авокадо, папа себе взял скрэмбл с креветками и 2 круассана, а также по кофе. В общем, мне настолько понравилась кофейня Бежу-Бежу, что сегодня мы в ней тоже позавтракали. Кстати, кофе я взяла с сиропом соленая карамель.
На обратном пути мы снова зашли в Бижу-Бижу, только тот, который поменьше. Я думаю, несложно догадаться, что мы купили там моти. В этот раз мы купили 4 штуки, но, к сожалению, я сняла для вас только вертикальный формат, так что смотрите видео-шортс на моем канале. После обзора, который я для вас сняла, мы пошли обедать. В общем, ребят, мы идем кушать в соседнее кафе, в котором мы ели, получается, уже 2 раза. Первый раз мы там позавтракали, второй раз поужинали, 3-й раз пообедаем. Папа поделился со мной кусочком своей пиццы Цезарь. Мы взяли также вот такой березовый лимонад, и я взяла себе вот такое вот блюдо. Я с папой тоже поделилась. Здесь салат и шницель с сыром. В общем, пробуем. Потом мы вернулись в номер, переодели купальники и снова пошли на море. Мы идем на море. 2-й раз за день. Набежали такие маленькие тучки. Как бы не видно. Вот такие, знаете, светло-серые. Вот. И они продлятся до утра, но по прогнозам дождя не должно быть, кстати. Это хорошо, потому что мы сможем искупаться. И сейчас, и вечером. И сейчас, и утром. Вот. Купались мы до самого вечера, часов до 9. Были очень классные волны и совсем не было водорослей. А это сердечко для вас. Потом мы пошли кушать, опять-таки в то же самое кафе. Я взяла себе вот такую вот пасту. И взяла тот же самый десерт, который брала в самом начале. Вот, кстати, какой у него разрез. И вот настал следующий день. Идем на пляж. Снова. Я вчера так наплавалась, 2,5 часа из воды не выходила. И из-за этого я уснула раньше, чем было 11, хотя я всегда поздно засыпаю. И сегодня фиг проснулась, так что мы поехали сегодня, точнее пошли на пляж сегодня позже, чем вчера. Хотя сегодня хотели раньше туда прийти. В общем, ребят, я себе взяла попить опять айс-латте. Каждый раз, когда приходим вот сюда каждый раз беру его. Обожаю айс-латте, мой любимый напиток. И да, как вы уже поняли, я взяла то же, что и вчера. Потом мы покушали и пошли купаться. Нам скоро нужно ехать покупать билеты на автобус на обратный путь. И мы сейчас идем в Зеленое яблоко, такой магазин. Вот. В общем, мы там купим всяких вкусняшек в дорогу. Там есть на самом деле очень много всяких разных штук, которых нет, например, в моем городе Волгограде. Так что давайте посмотрим, что там есть. На самом деле, меня этот магазин порадовал и местами удивил, потому что здесь есть очень много всяких разных фруктов, ягод, овощей и так далее, по довольно-таки низкой цене, которые еще и фиг найдешь в обычном магазине, по крайней мере в моем городе. Всякие соки, как вы тут видите, чипсы, здесь есть просто те, которых у меня нет тоже в магазине, в том числе, кстати, Принглс, которые здесь же, те же крафтовые чипсы и так далее. Также здесь есть просто огромное количество всяких чаев, газировок, лимонадов, кофе и так далее, всяких разных цветов и вкусов. Просто очень много всего. Это меня порадовало и удивило больше всего. Еще здесь есть очень много всяких разных конфет в разной упаковке, разного количества, на развес и не только. И мармелады, кстати, тоже, которые я очень люблю.
Еще классно, что здесь в обычных супермаркетах продается корейская лапша вместе с всякими дошками. Еще здесь есть огромное количество всякой разной горячей, вкусной, свежей выпечки, что меня порадовало, потому что в моих магазинах она зачастую какая-то вся черствая и не очень вкусная. Еще очень круто, что она стоит просто копейки. А на кассе есть очень много всяких разных штук по типу жвачек, конфет жевательных и всякой такой вот штуки. Причем очень интересной и классной. В общем, после магазина мы пошли обратно в гостиницу, забрали вещи из багажа, потому что к тому моменту мы уже выселились. И я залипала на вот это вот видео в телевизоре. Знаете, я последнее время почему-то стала очень задумчивой и часто залипаю на вот такие вот видео в телевизорах. Тут мы уже сели в автобус, этот был более удачный, и соседи были тоже более удачными. И вот мы такие сидим, уже ждем, когда поедем. У нас снова были остановки. У нас очередная остановка. На каждой остановке мы выходим подышать и пройтись, потому что иначе это просто невозможно. И некоторые бывают длинные остановки, на которых можно поесть, а некоторые, чтобы просто, допустим, пройтись, постоять возле автобуса, либо сходить в туалет. Вот уже настало утро. Я, конечно же, нифига не выспалась, потому что я бы спала всего часа 2, наверное, и постоянно просыпалась. А за окном была такая красота. Теперь мы уже идем к такси. Мы уже приехали домой. Сейчас будем вкладываться, отсыпаться, так как в автобусе нормально не поспишь. И хочу сказать, что я вас очень люблю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока.